Здравствуйте. На Садовую, да? Да. Пристегнитесь. Вы такая вся яркая. Ой, да что-то жарко стало. Не по осеннему обычно. Все осенью в депрессию уходят. Да ну вот как раз чтобы не входить, вот решила поярче одеться. Да, я вот в черном в депрессии, а вы вот видите в ярком. Ой, ну у вас черный очень такой прям... Вам черный идет, кстати. Ой, а у вас браслет прям под мой плащ подходит. И ты ограничишься этой бредятиной? Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Под брючки и под Да. плащ. Да. Что-то тоже стильно. Ну, жарко как-то стало. Жарко. Да. Не знаю, может, быстро шла. Знаю. А Я попрохладнее вообще- сделаю сейчас. Ой, да, спасибо. Я смотрю, такая вообще машина крутая. Как-то на такси даже не похоже. Не похоже? Удивилась. Нет, не похоже. Вы, наверное, А на что похоже? не знаю, вот, ну я бы никогда не сказала, что вы таксист вообще. Вы, наверное, Кто я? Ну не знаю. Ну не таксист, да? Предприниматель какой-нибудь. Предприниматель? Бизнесмен, да. И что я, по-вашему, могу предпринимать? Ну не знаю, какие-то активные действия предпринимать. Активные действия? Ну да, ну вы явно чем-то другим занимаетесь, не только такси, наверное. Вы мне посытнее присылайте заказы. А я сам буду пассажиров по городу подбирать. Чего так долго не было? Я на Маврике летал. В бунгало свое. Такси это... Это что? Ну Как- да, как-то- не накидывайте, мне просто интересно, такси, что бы это А могло вот быть? что, вот лучше вы расскажите. Ну, вы же знаете этот, так скажем, смешной стереотип, что все таксисты Ну да, таксуют для да, души, да, да, а для на самом души, деле у да. всех там... А у вас наоборот, да? Я, понимаете, Для просто... души вы занимаетесь бизнесом, да? Смотрите, да, дыма же без огня не бывает. Откуда же эта история, всплыла в итоге? Кто-то первый догадался об этом сказать. Допустим, были вы? нет, допустим, что этот человек действительно таксовал, может быть, не для души, но не как основное, там, может быть, там занятие, да, вот, и уже другие его коллеги подхватили, типа, а никто же не знает, по факту можно же говорить, правильно, что, типа, у меня на самом деле нефтяная скважина, а Ну, мне... хочется с людьми общаться. хочется общаться с людьми, А то что там очень с этими хочется еще с классными? красивыми девушками общаться, понимаете, то есть, вот, у меня уже выстрелило. Я смотрю, у вас вот татуировка какая-то тоже. Татуировка? Вон там. И там, и сям, видите, она и здесь у Да. меня, и там тоже. Слушайте, ну прям Я вы- такой, да. Прям Как так? поражает, очень необычно. Очень так необычный интересно, да. таксист. И собеседник интересный такой прям. Вы меня сейчас залайкаете, что называется, и я буду отвлекаться от... У вас очень, знаете, у вас очень так как-то сложена речь интересно. То есть... Поставленное, вы хотите сказать? Во-первых, мысль как-то идет так очень логично, так и говорить очень хорошо, то есть коммуникативные навыки развиты, да. Вот прям скажете, что это из-за того, что вы в такси работаете. Приходится часто общаться с разными людьми, да? Наверное, вы випов каких-нибудь возите. Так, мне нужно ответить теперь на ряд вопросов, да? Значит, смотрите, есть навыки, которые можно подтянуть, но если нет исходных данных этих самых Ну, тоже верно, да. генетических, природных, да, то как бы, возьмем, например, спортсмен, к спорту какое-нибудь отношение имеете, может быть, знаете что-нибудь? Да, я как раз таки занимаюсь. Я занимаюсь бегом, я к триатлону сейчас готовлюсь. Вот, Как раз, вы же да, знаете да. прекрасно, что есть, например, возьмем группу, там 10 человек, да, всех будут тренировать одинаково, у них у всех будут антропометрические данные одинаковые, но из этих 10 9
останутся среднячками, хотя их будут тренировать долгие годы, а один будет прямо выстреливать, да. Генетика, она имеет очень важную составляющую. И, как правило, это основа. К чему я это? К тому, что черта вот эта, которая вам понравилась, словоблудием ее назовем, да, она у меня от природы. Я ее не развивал. Ну, у вас прям вообще хорошие природные данные такие. То есть я смотрю, и прям руки такие накачанные. Вообще прям... Это даже видно, даже вот сквозь эту черную куртку, пальто, что у вас такое. Да вы, я смотрю, не только бегом занимаетесь, но вы еще и, как это, сканером, скринингом, чем еще, как это, новые слова. Я недавно сделала лазерную коррекцию зрения, поэтому я теперь соколиный глаз. Я теперь вижу сквозь одежду, да. Ничего себе, Иногда. Не дадите телефончик вашего врача, да, может, и мне пригодится. Тоже хочу видеть сквозь одежду. Ну, знаете, это не всегда приятно видеть сквозь одежду. На вас, например, приятно смотреть. А вот на некоторых дамочек... Вот это я, очень, кстати, да. не подумал, действительно. Поэтому Такое можно увидеть, что лучше потом не развидеть, да, будет? Да, заберите мои глаза. Да. Прекрасно. А триатлон... А что у нас в триатлоне? Бег, да? Скажите еще, что у Бег, нас? велосипед и плавание. А что зачем идет? Ну, сначала плывут, Так. потом едут на велосипеде, потом Так. бегут. Собственно говоря, потом все повторяется снова, шучу. И так Да, по кругу? да. А плавают же на открытой воде? Да, плавают на открытой воде, правда, бывает триатлон внутри, это называется индор, то есть внутри помещения, это, как правило, небольшие дистанции, вот, а так на открытой воде, поэтому вот все лето мы занимались на открытой воде, плавали в грибном канале, в таких, Простите. будьте еще здоровее, в таких обтягивающих латексных таких гидрокостюмах. А можете еще раз Вот. сказать? Ну, просто скажите это еще. Латексные Нет, просто расскажи. Да, вот просто. Да, вот мы были такие очень... Очень латексные, очень обтягивающие, латексные и я очень понял. да. А потому что я хотел Вот. спросить, вот сейчас, если, как минимум прохладно в водичке-то, да? Ну, вот как раз-таки, да, холодная вода с Ладоги как раз приплыла, и занесло ее каким-то течением, было очень холодно, поэтому мы уже уходим обратно в бассейн. Вот. Ну, мне кажется, что холодная вода должна... Нормально человек просто выехал на перекресток на красный цвет. Прекрасный ты чувак. Ну, не сообразил вовремя, что бывает. Ну да. А я к тому, что холодная вода же, мне кажется, когда такая условно Титаник, да, попадаешь в какую-то холодную воду, плывешь-то быстрее, наверное, чтобы согреться-то, нет? Нет, знаете, вот я вот как раз-таки, меня, кстати, Оля зовут. А меня Евгений, очень приятно. Очень приятно, да. Так вот, когда, значит, попадаешь, вот я вот прыгнула в эту воду, в очень холодную, я даже забыла, как плыть, то есть настолько шок, то есть несмотря на то, что вроде бы как в костюме, Да. все равно руки, ноги мерзнут, так что, в общем... А костюм он прям какой? Ну, специальных тканей, там, я уже не знаю, с чего он сделан, ну, вот вообще... Не, он штанишки. Это прям полностью, прям вот... Как да. вот То есть, эти, дайверы с аквалангами там, типа, да, только, они разные бывают, вот это вот именно для плавания. А я, кстати, смотрю, у вас телефон, смотрите, у нас прям одинаковые чехлы телефона. Как интересно, да? Цвет Спасибо. одинаковый, да? Ну, чуть-чуть посинее, может быть, ваш, но так прям вот очень похоже. Вот я Очень обратила похоже. внимание, да. Да, я смотрю, у нас много точек нашлось Да. соприкосновения. Даже говорим, видите, синхронно. Мы приехали. Да, так бывает. Да, спасибо. Вы такой вот вообще интересный собеседник. Я вообще, знаете, я, как правило, так не делаю, но... Как не делаете, не пугайте меня. Что вы хотите сделать? Не наброситесь на меня, нет? Да нет, может быть, Черт! встретимся. А я на самом деле всю дорогу об этом и думал. Ну, может быть, встретимся, поговорим еще за чашечкой кофе. Еще поговорим о чашечке кофе. Да, может быть, запишите мой телефон. Еще пообщаемся про разные там природные данные, про коммуникативные навыки. Посмотрите на мои про татуировки, всякие, да, в итоге? Да, про всякие инструменты повышения навыков общения и так далее. Я Всё готов такое. записать ваш Да, телефон. Давайте. 987. Сделать дозвон. Пошел, да. Ну
Все, спасибо, было приятно пообщаться. Да. До свидания. Ольга, Да, секунду. что? У вас Что? поездка 190 рублей стоит. У вас наличные просто, а не карты. Ну, мы же с вами договорились, что мы с вами встретимся. А вы прикройте дверь, а то дует. Сегодня ветер. Что? Ну, Еще мы с вами раз? договорились, что мы встретимся с вами, пообщаемся еще. Так. Ну, я вас кофе, например, могу угостить. Не, Оль, смотрите, я кофе вас сам угощу, если мы встретимся, вот. Ну, просто все хорошо, вы мне тоже симпатичны, но бизнес, мухи отдельно, котлеты отдельно. Помните, как еще Аль Капоне говорил? Только бизнес, ничего личного. То есть вот у вас поездка, она за наличные. Вы мне, так скажем, ее оплатите, и потом мы с вами уже выпьем там кофе, не кофе, как вы сами захотите. Ну, мне кажется, что это так правильно. Все-таки я работу делаю свою. И чтобы я вот вам продолжал нравиться, мне нужно за это тоже какие-то денежки платить, а для этого мне нужно зарабатывать. Ну, вы меня поймите просто правильно, это работа, да, ее не нужно мешать с удовольствием, скажем так. Оно же будет у меня удовольствием? Знаете, удовольствие, наверное, будет. Вот ваши 200 рублей. Вы знаете, я, наверное, поторопилась все-таки с выводами на ваш счет. Ой, не очень-то хорошие у вас природные данные, нужно будет еще поразвивать. Вам как раз пригодятся эти 200 рублей. Вот смотрю, вот пуськ там подтянуть нужно, да и там еще что-то тоже ниже болтается, немножко уже, вот. Немножко уже болтается? Да и вот. А как вы так смотрю, определили через у штаны? меня глаз наметан. Глаз Да, наметан? Да, вот тут, вот понимаешь ли, болтологией вот все занимаются, я стесняюсь. а когда дело доходит, так сразу все там, вот все и вскрывается. А я стесняюсь спросить, Да. как вы наметали Как этот глаз? наметали? Да вот так вот. Вот попадаются такие вот. Тут, понимаешь ли, долго ли? улыбаются, и потом просто... Я в шоке, А потом если честно. просто просят оплатить поездку? Лысины тут свои светят, тут, понимаешь ли, тут ручонками тут своими, как вы понимаешь ли, лысину-то крутят. увидели? Да Вы под кепкой вон сквозь что-то. одежду видите, да. Да там, вот, так что волосы нарастить, вот эти 200 рублей возьмите. Да и вообще, член свой увеличить. До свидания. Маловато что-то денег-то на увеличение члена. 200 рублей. Это сколько? 2 миллиметра я увеличу? Так я его и так могу ложкой отбить, он у меня крупнее станет. А на лысину тоже не хватит. Где у меня там лысина? Нет у меня никакой лысины. У меня только след от кепки есть. Где у меня на затылке она лысину увидела? Вот так всегда. Едет красотка, да? Просто. Навешает тебе, ты уже чувствуешь себя супергероем, блядь, суперменом, мучачо-мачо и все остальное, нассали в ушки. Да. А потом цена правды всего 190 рублей. Я уже не раз говорил, мужики, не ведитесь, когда красивая баба говорит вам, какой вы охуенный. За этим последует какой-то, блядь, развод 100%. Не во всех случаях, конечно. Если вы перспективный, богатый, что называется, и просто там мечта каждой бабы, то, наверное, все-таки шанс, что она будет говорить правду, есть. Но если я, блядь, таксист, то рассказывать мне про то, что я просто, блядь, сука, бог. И в ее мечтах все время возникал именно такой образ мужчины. Это, конечно, пиздец попахивает. Уж простите меня, пожалуйста, за такие слова. Хотя телочка была бы ничего. Если бы просто сказала, да, конечно, 200 рублей, да вы что, у нас завтра свидание, возьмите 2000, сделайте себе, не знаю, маникюр или купите себе новую кепку, чтобы скрыть лысину. Или насадку на член, чтобы я хоть что-нибудь почувствовал на нашем свидании. Ну ничего. Я еще кому-нибудь покажу свой истинный размер. Бля, поехал работать.
God full of pans.